Давайте паспорта, я понимаю, о чем вы. Примерно это все делалось минут 15. Бусы, трамваи и все. 1 плюс 2. И это стоит дороже. За то, чтобы просто помню, когда мы там с учетом, что-то такое, 60, что нам надо. И он начал с нами уже говорить нам, он там по номеру переходит, у него это все Вот этих вот не было дискриминации, ничего. Хотите делать то, что мы платим, это не означает то, что к нам должны обращаться. Типа, ты не выбираешь дизайн, ты выбираешь вот эту вот сторону. Милана, это просто сам выбираешь бесплатный дизайн. У меня еще... Я выбрала самую первую. Да и она самая такая гармония, как я взяла. Насчет того, дяденька рядышком стоит. Насчет заходни я там не ходила. Я знаю только... Либо же я планирую продлять в приложении. В старое место я тоже видела около трамвая большой, где он обычно находится рядом с красной, огромная такая штука, где ты подходишь и стоит, сколько осталось до истечения срока моего Фаедан 2 и 3 тонны. Плотный билет, такой плотненький. 1 плюс 2. ЗТМ Варшава. Нормально. 2 плюс 2 90 минут. Or single fair trend. В приложении никаких наценок нет. Далее есть shirt Фаедан 15 злотых. One day. Не знаю, что означает группа, но это, наверное, явно для с такой штучкой, в которую ты должен всунуть его там в этот где чел сидит и смотрит на тебя вот так. Да, вот стоят внизу там и проверяют, кликнули вы ты это. Если быстренько рассказать, как все вообще было на вокзале. Как мы получали вот эту вот карта Мейска. Как мы вообще получали вот эта карта Мейска. Вообще. Именно вот. О, да. Проездной. Как это происходило, долго, быстро. Все произошло быстро. Получить ее было очень просто. Ты просто приходишь в этот пункт. Говоришь, мне надо как проездной на месяц, на 3 месяца, платишь 110 злотых и все. Мы просто отстояли в очереди, где-то, минут 25 давайте. Заходим, там 2 кабинки. Мужчина и мужчина. Сначала мы начали говорить с ним на польском, соответственно. А потом он говорит, что давайте паспорта, я понимаю, о чем вы. Мы даем, он такой, давайте я с вами буду на русском языке, если вам так удобнее. Мы такие, окей. Он нам все рассказал, сколько это будет стоить, насколько это дается. Варшава центральный, вокзал центральный. Все процессы сделал, там вот это все. Примерно это все делалось минут 15. Давайте, хорошо, 20 минут на двоих. Мы сразу же вдвоем подошли. Ну все, и потом мы ушли, и у нас уже была вот эта карточка. Вот так вот она выглядит. Варшавская карта Мейска. Тут мои данные, моя фотография, фамилия, имя. Сейчас покажу без фамилии. Вот, Стефания, моя фотка и вот такой вот дизайн. Вот эта карточка. Сама по себе она делается бесплатно. У меня здесь тарифный. Я называю это тарифным планом. Там разное, потому что моя карточка это именно Варшава и все, что в ней внутри. То есть 2 линии метро, которые перекрещены, автобусы, трамваи и все, что там находится, и типа транспорт вот этот вот. Безлимитно. Но если вы хотите еще пригород, то тогда там, по-моему, это написано Стрефа 1 плюс 2, и это стоит дороже. За то, чтобы просто ездить по Варшаве с безлимитом, платится 110 злотых. Продляется точно такая же стоимость. Я, например, скоро буду продлять. Сегодня уже 20 ноября. Делала я ее 19-го. Нет, делала я не помню когда, но там с учетом того, что это на 30 дней. Это не именно 30 дней считается от этого момента, так что из-за того, что месяц 31, а не 30, там может быть сместиться дата, в общем. Все стабильно, но 110 злотых. Если бы у меня была легитимация, то есть это студенческий, то это стоило бы вроде 50 злотых, вот так вот 45, что-то такое, 60, в 2 раза меньше. В 2 раза меньше!
сам процесс этого получения. Мы приходим, говорим так-то, так-то, что нам надо. И он начал с нами уже говорить на русском. И с этого момента он такой говорит: надо ваша фотография. Чтобы ваша фотография была у меня, отсканируйте, пожалуйста, вот здесь вот на окошке. Мы все делаем. Заходим, сканируем код, нас перекидывает на сайт. На сайте там показано добавить файл. Мы добавляем этот файл и просто типа отправляем и получаем номер. Этот номер мы говорим ему. У него, видимо, там что-то в системе отображается, когда он гуглит этот номер, получает этот файл и уже у него на компьютере. То есть не надо носить никакую флешку. Мамма мия! Вообще, какие технологии? Для меня это дивно. Вообще, не надо ничего печатать. Просто приходишь, сканируешь, и каким-то образом он там по номеру переходит, у него это все перекидывается. Вообще без проблем. Это было 10 секунд каких-то, очень быстро. Что еще? Имя, фамилия тут написано, Стефания, моя фамилия, фотографии. И он такой объясняет, такой: выберите дизайн. А он реально, он с такой манерой речи говорил, вот так вот. Такой вот кот. Прикольный дядька, в общем, мне понравился. Такой приветливый, никаких вот этих вот не было дискриминаций, ничего. Хотите, девочки? Конечно. Все сейчас вам сделаем, кохани. Там вообще вот это отношение. Ну, еще бы мы столько денег за это платим. Но все равно, то, что мы платим, это не означает то, что к нам должны обращаться, типа, хорошо. Обычно никого это не останавливает. И он такой: выбирайте, девочки, вот здесь вот дизайн, видите, там табличка. Все, выбирайте, какую вы хотите. Какую хотим, любую. Но я выбрала по базе, я не хочу какой-то... Вот у меня белая, и с этой стороны тоже белая. Эта сторона, ты не выбираешь дизайн, ты выбираешь вот эту вот сторону. Милана выбрала себе розовую, такую красивенькую. Я выбрала по базе, потому что я думала, я еще спрашиваю: а это не платно? Это просто сам выбираешь бесплатный дизайн. У меня еще были тогда сомнения, и я такая: не, я выберу это самое простое. Я такой, типа, и Милана потом говорит, что ну ты строгая. А мне что-то стрёмно, но я не хочу, и так 110 злотых, а вдруг потом еще надо будет переплатить. Я выбрала самую первую. Да и она самая такая гармоничная, с этим белым и белым, и еще выделяется. И мне, если я ее потеряю, я ее сразу замечу. Вот, выбрали дизайн, все, он там что-то там попечатал, распечатал ее там же вообще просто вот так вот. Прибор какой-то, где ты распечатываешь, и все, и мы получили ее. Оплатили мы все карточкой, белорусской карточкой тоже все можно оплачивать. Взяли, приложили, оплатили, никаких проблем не было. Все было хорошо. Дядька вообще очень приветливый, такой прям мамма мия, такой. Все было вот так вот, супер. Там есть разные варианты, там можно купить на 90 дней, а не на 30 дней, как я взяла. Насчет того, где надо продлять карту мейскую, проездную. Его можно продлить в приложении, в том центре, куда мы ходили, где делали нам карточку. Пункт обслуги пассажиров Public Transport Service Point. Там есть такой типа автомат, дяденька рядышком стоит и все тебе объясняет. Вокзал центральный. Ну, в вокзале центральном точно есть. Заходня, ну, тоже явно есть. Но я не знаю насчет заходни, я там не ходила. Я знаю только заходня, автобусный вокзал, все. Вот так выглядит вокзал Заходня. Вот так. И еще есть вариант, где продлять, где я планирую. Либо же я планирую продлять в приложении, либо же можно в білетоматі. Білетомат знаjduje около метро, około wejścia do metro. Ja miałam wideo z tym zdjęciem jego wyglądu. I w ogóle jak on wygląda, taki czerwony, duży automat. Tam ty zawsze możesz kupić sobie bilet do metro lub bilet do tramwaju też. A w Stare Miasto ja też widziałam około tramwaju ten automat. Biletomat, jak to się nazywa.
Не знаю, хорошо ли я сейчас поговорила на польском, но также его можно купить в билетомате. Это такой красный автомат большой, где он обычно находится рядом со входом. Ну вот ты опускаешься, и тут метро, как бы тут вход. А здесь вот ты опускаешься, и здесь обязательно будет либо какой-то банкомат, обязательно, и еще билетомат. Это такая красная, огромная такая штука, где ты подходишь и можешь и продлять, и покупать билеты, и собственно, и проверять, сколько действует, и сколько осталось до истечения срока моего тарифного плана на карточке. И там все описано. Карточкой там тоже можно оплачивать. Кстати, во входе в метро тоже можно карточкой оплачивать, ты просто прикладываешь и входишь там. Можно не покупать билет, а заплатить. Не покупать билет как этот. 20 минут. Не покупать билет как... А я сейчас покажу. Вот. Билет 20-минутовий, нормальний, стрефа 1-2 і 3 злотых 4000 грошей. Вот как он выглядит. Вот такой вот билетик. Сзади он выглядит вот так. Просто полосочка такая. Ну, обычно такой картонный, плотный билет, такой плотненький. На 20 минут. Можно купить билет на 70 минут. Или на 60, я не помню точно. Либо на 90, либо на 60 вроде. Вряд ли на 70 есть. А я сейчас посмотрю. Но оно стоит дороже. Кстати, насчет этого. Есть еще навигатор Як до Яди, где можно онлайн покупать билет. Это вообще шок. Вот, Як до Яди. Это такой навигатор. Вот тут. Я не знаю, написано, тут написано на польском. Як до Яди. Обычно это навик, он показывает, он просто перфект. Он показывает лучшие пути. Там еще разные режимы. Вообще шикарное приложение. Короче, с ним суперский. Вот, зона 1+2. ЗТМ Варшава. Нормально. 20 минут. 3 и 4. Зона 1. 75 минут. Or single fare transfer. 4. Я хочу сказать 4 чаще, а как на русском это будет? Не 400. А, 40. Вот, 40. Боже, как странно на русском это звучит. 4,40. 4 злотых 40 грошей. Зона 1+2 90 минут. Or single fare transfer 7 злотых. Single fare transfer это означает, наверное, в одну сторону. Вот ты сел и едешь. И есть еще, это я смотрю все в приложении, то есть я в приложении могу купить. Цена та же самая, что в билетомате ты покупаешь, что в приложении, никаких наценок нет. Далее есть short term, это типа, ну, на коротковременные поездки, вот так это, наверное, называется. One day, зона 1, на польском стрефа 1, 15 злотых. One day, зона 1+2, 26 злотых. Выходные только, зона 1+2, 24 злотых. 3 дня, зона 1, 36 злотых. Группа. Выходные 40 злотых. Я не знаю, что означает группа, но это, наверное, явно для многих людей, а не ты, когда для одного человека покупаешь и там платишь. Но, кстати, очень часто вот эти вот билетики или вот эти вот карточки есть кондукторы. Полиция, кондукторы, они могут быть в разной одежде, но они всегда проверяют. Они подходят к тебе с такой штучкой, в которую ты тыкаешь, как в магазине, когда карточкой платишь, и там ты держишь, там прикладываешь и проверяешь, типа деньги оплачиваешь. Вот там такая же штука, только проверяет вот эту вот твою карточку. Или вот этот вот твой билетик. Здесь он пикает, а здесь он пробивается. То есть, если ты билетик купил картонный, то ты должен всунуть его там в этот турникет. Обычно 2 дырочки и все. Ты показываешь ему, он нормально относится. Потому что я видела, как здесь подростки просто перепрыгивают турникеты.
просто берут и перепрыгивают, потому что там нет, как в Беларуси, будка, где чел сидит и смотрит на тебя вот так, ну давай, показывай, так ли ты прошел или нет. А там никто не сидит, там всем пофиг, там только кондукторы иногда вот стоят внизу там и проверяют, пикнули вы пикнули вы это вот, или пробили билетик или нет. Если нет, то там большой штраф, больше 100 злотых, это я уверена. Это 100%, не помню какая точная сумма, но вроде 150-160 злотых ты точно отдашь за то, что ты вот так вот проехал без билетов. Зачем? Если можно за 3-4 злотых купить и не париться. Я не настолько бедный студентик. Ладно, я не бедный студент, у меня все нормально. Я еще и не студент, я учусь на Зуровке, вообще вот так вот. Я немножечко рассказала. Надеюсь, это кому-то поможет.